Привет, Арми. В неожиданных ситуациях Чингук часто делает вещи, которые на первый взгляд кажутся безобидными, но в конечном итоге раскрывает, как намеренно он провоцирует Тэхёна, когда тот находится рядом. Такие моменты, несомненно, вызывают тысячи вопросов и множество сюрпризов, и каждое провокационное действие раскрывает причины, по которым Чингук делает это самым провокационным образом. Однажды Тэхёну нужно было подбросить мячик для пинг-понга 50 раз подряд, не уронив его. Он был так уверен в успехе, что его не волновало ничье мнение. Однако Чингуку не пришлось особо стараться, чтобы сбить его с толку. Он просто спросил слегка поддразнивающим голосом, ел ли Тэхён. Тэхён хотел ответить, но в этот самый момент мячик упал на землю, лишив его возможности состязаться. Он попался на провокацию Чингука, и Чингук выглядел очень довольным собой. Реакция Тэхёна, когда он пытался ответить на вопрос Чингука, показывала, что он хотел сохранить контроль, но в конечном итоге поддался собственным инстинктам. Его шокированное лицо, когда он осознал свою ошибку, заставило Намджуна отчитать его за то, что он позволил Чингуку победить его. В шутку Намджун обвинил его в том, что он заставил их команду проиграть и притворился расстроенным, подразумевая, что Тэхён всегда питал слабость к Чингуку, и хотя Чингук намеренно заставил его проиграть, Тэхён все равно похвалил его, сказав, что Чингук проделал отличную работу, хотя они даже не были в одной команде, это показывало его готовность проиграть, просто чтобы увидеть, как Чингук радуется, потому что его собственная провокация сработала. Это напоминает мне концерт, когда Чингук опоздал на выступление группы и присоединился к остальным. Внезапно Тэхён просто посмотрел на него и подбежал к нему, когда Чингук вышел из строя, только чтобы повалить его на пол и сделать движение, которое до сих пор поражает меня, как никто не подумал, что этот момент не может быть гетеросексуальным. Он буквально сделал это перед тысячами людей, сделал самую странную вещь, и Чингук не отступил и не почувствовал себя неловко, он просто позволил Тэхёну делать все, что тот хотел, хотя, казалось, Чингук не был тем, кто был инициатором, но я все равно включаю это, потому что Чингуку явно не нужно делать ничего серьезного, чтобы спровоцировать то, что Тэхён не сможет устоять. Потому что, когда Тэхён сказал Чингуку, что его взгляд был пронзительным, когда он увидел видеомагнитофон, где Чингук появился крупным планом, прежде чем Чингук успел ответить, Тэхён уже сглотнул, это было даже отчетливо видно на камере. Но когда Чингук спросил, были ли это только его глаза и ничего больше, Чингук сам рассмеялся, потому что знал, что говорит, и стал еще более осознанным, когда увидел, что Тэхён искушен и онемел от волнения. Тэхён выглядел так, будто хотел что-то сказать, но на самом деле не мог говорить. Он лишь нервно смеялся, растерянно моргал и делал вид, что не слышит. Но в тот раз, когда Чингук сказал, что позвонит Тэхёну, а затем упомянул, что на следующий день они будут кататься на мотоциклах по улицам Нью-Йорка, Тэхён выглядел искренне обеспокоенным, потому что знал, что Чингук будет ехать по городу, которого он совершенно не знал. Чингук тогда не воспринял это слишком серьезно. Он просто ответил на вопрос Тэхёна и продолжил показывать, что происходит за кулисами. Но прямо перед тем, как закончить трансляцию, Тэхён снова спросил Чингука, умеет ли он ездить на мотоцикле, желая убедиться, что тот в безопасности. Чингук очень забавно подразнил его, пока тот не повесил трубку, не ответив. Чингук громко рассмеялся, искренне наслаждаясь своей шуткой над Тэхёном, пока не смог перестать смеяться, потому что так сильно подразнил Тэхёна. Что убедило меня в том, что это действительно была провокация, так это то, что сам Чингук намекнул, что Тэхён прислал ему личное сообщение. Похоже, в нем были ругательства, которые даже создателям пришлось подвергнуть цензуре, потому что они были слишком резкими. И хотя Чингук и Чимин смеялись над всем, что написал Тэхён, Чингук мог только сказать, что Тэхён был очарователен. Вскоре после этого он написал Тэхёну личное сообщение, снова и снова говоря ему, что Тэхён лучший и что он его очень любит, вероятно, просто чтобы дать Тэхёну понять, что провокация Чингука действительно подействовала на него.
So won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. И во время фан-встречи Map of the Soul «Персона», когда Чингук соблазнительно позировал, а Тэхён поддерживал позу, чтобы не потерять контроль, было ясно, что Чингук взглянул в сторону, чтобы проверить, делает ли он что-то намеренно или нет. Он, казалось, осознал свои собственные намерения и рассмеялся, потому что точно знал, что делает, поэтому... Когда Тэхён посмотрел на него и, казалось, занервничал из-за поддразнивания, Чингук продолжил, независимо от того, насколько это на него повлияло. Потому что, когда Чингук снова принял подозрительную позу, Тэхён просто не мог больше сдерживаться и сжал кулаки, чтобы не коснуться Чингука перед всеми, лишь держа руки по бокам с натянутой улыбкой, потому что он был действительно близок к тому, чтобы поддаться провокации Чингука, но ничего не мог сделать, чтобы остановить его. Потому что все эти моменты только показывают, как сильно Чингук любит дразнить. Неважно, невинно или нет, забавно, как он, кажется, знает, что делает, а потом притворяется, что не знает, показывая, что динамика между ними двумя была и всегда будет одной из лучших вещей, которые стоит запомнить. В конечном счете, каждый момент, когда Чингук неосознанно провоцирует Тэхёна и заканчивает мягкой шуткой, всегда оставляет незабываемое впечатление, не из-за драматизма, а из-за подлинности каждой реакции. Есть что-то настолько человечное в том, как они оба реагируют друг на друга. Чингук с его невинной игривостью, а Тэхён со спокойствием, которое заставляет уголок его губ тронуть легкий смешок. Для других это может показаться простой игрой двух друзей, но для тех, кто внимательнее, каждый взгляд, каждая сдержанная улыбка и каждый остроумный ответ Тэхёна, кажется, намекают на более глубокую историю, историю двух людей, которые понимают друг друга без лишних слов. И именно в этом и заключается красота. Шутки, колкости, казалось бы, непреднамеренные взгляды создают теплоту, которую невозможно подделать. Ведь порой самая сильная связь – это не та, что декларируется громкими словами, а та, что ощущается через небольшие поступки и незапланированные улыбки.